Слава Украине, привет всем от Полонского. Россия останется без штанов. Это, как говорится, прогнозировалось ни разу, ни два, но никогда это не было настолько явно, как это происходит сейчас. Итак, что я имею в виду? Дело в том, что львиная доля российского бюджета – это доходы от ВПК, а также, в первую очередь, не от ВПК, конечно, а от нефтегаза. Хотя ВПК тоже очень важный момент. ВПК там упало более чем наполовину. Там, кстати, Индия очень хорошо подсуетилась сейчас. Дело в том, что Россия аж попала под санкции, никто с ней не хочет иметь дело. Это раз. Во-вторых, все прекрасно видят, что российское оружие, оно никуда не годное. И страна, которая в 20 раз или во сколько там раз больше, чем Украина, получает от этой самой Украины в морду. И все смотрят и говорят, стоп, что это за страна такая, что это за оружие такое, что, значит, вооруженная им армия ничего не может сделать стране, которая в 20 раз меньше. Ну, сами понимаете, это не может служить хорошей реклама этому оружию, продажи рухнули. А что Индия делает? Она просто подметает вот этих всех отвалившихся от России клиентов типа Эфиопии. И, собственно говоря, тулит им сразу же свое оружие. Тем паче, что они делают, в принципе, похожее или лицензионное российское оружие. То есть замещают моментально. То есть, знаете, ничего личного, просто бизнес. Вроде бы тот же Неру ездил на Россию и рассказывал, какие они дружбаны и все такое, но как только дело доходит до денег, они тут же забывают, плюют на Путина и продают свое оружие бывшим клиентам Путина. То есть работает все это великолепно. И падение там катастрофическое. Но речь пойдет не об этом, речь пойдет о нефтегазовых доходах. О газовых доходах даже говорить нечего, там все грустно. Просто грустно до беспредела. А если брать в сумме нефтегазовые доходы за первый квартал 2025 года, то они даже по сравнению с, скажем так, с неудачным для российского нефтегаза 2024 годом упали еще на 10%, а дальше будут еще падать. Я объясняю, в чем дело. Все довольно просто. Дело в том, что упала цена на нефть. И упала очень плохо для рашистов. Значит, что получается? Бюджет фашистской федерации сверстан из расчета $69 за баррель Юралса, нефти Юралс. Это более дешевая нефть. Российская нефть, она более дешевая, чем качественная нефть Brent. Да, и вот, собственно говоря, упал Brent. За Брентом, понятное дело, падает абсолютно все. В первую очередь Юралс. Ну, там и американская, это VTI падает, все падает. Вот. Но вот что происходит сейчас с Брентом? Все мы прекрасно видели, что Брент одно время заваливался даже, он заваливался за $60. Вот. Было 56, 57. Это когда вот момент, когда Трамп вводил там свои санкции, шманцы сразу против 185 стран мира. Потом он немножко поднялся, но поднялся до недостаточных, конечно же, рубежей. То есть Брент поднялся, $63, 64, Юралс-то дешевле. Юралс получается меньше 60 однозначно. Там может 55, 56, вот так вот где-то, да. А еще раз напомню, что бюджет путинского рейха сверстан из расчета 69 по Бренту. Да, то есть о чем мы говорим? Это, извините, 69 по Юралсу. То есть они рассчитывали получать $69 за баррель своей нефти. Все. А они сейчас получают, 55, может меньше. Этих денег не хватает. И поэтому дальше все это будет падать. И вот почему я говорю. Потому что практически все обозреватели сходятся в том, что благодаря политике Трампа, вот опять, видите, Трамп где-то занимается фигней, а где-то вот волей-неволей он нам подфартил. Благодаря политике Трампа, очень часто непросчитанной и безмозглой, это его проблема, нас это не касается, нефть падает. Почему? Потому что началась торговая война между США и Китаем. Извините, и тот, и другой являются крупнейшими мировыми, они приблизительно одинаковые по своей мощности, крупнейшие мировые производители. Соответственно, что происходит с мировым производством, после него с количеством нефти, которому это количество, скажем, углеводородов, которому этому самому производству необходимо. Все это падает, потому что затухает деловая активность. Сейчас тысячи компаний, которые работали на торговле между Китаем и США, обанкротятся, уже идут, собственно говоря, под нож.
деловая активность под нож, все под нож, бюджеты падают. И что мы видим, что, естественно, на этом фоне нефть дешевеет. Особенно, если добавить тот момент, что одновременно ОПЕК, страны ОПЕК, нефтедобывающие страны, вдруг взяли и нарастили добычу нефти. Вот как странно все получилось, одно к другому. Да? Деловая активность затухает, то есть такая предкризисная ситуация, а ОПЕК берет и выхлюпывает больше нефти. И что получается в этом случае? Нефть, конечно, летит вниз. Более того, аналитики ожидают, что возможен даже такой вот грустный, совершенно грустный для, скажем так, России сценарий, что даже бренд может упасть где-то долларов до 40. Что будет с Юралсом, я даже говорить не буду. Вот, может быть и меньше 30 в этой ситуации. Интересно, что когда нефть летит вниз, и становится более дешевой, то вот эта маржа между Юралсом и Брентом, она растет, становится больше. Вот. А когда нефть растет, то маржа, соответственно, между Юралсом и Брентом, ну, спрос больше, нефть становится дороже, и Юралс тоже покупают дороже. Вы поняли, да? Вот. То есть сейчас нефть падает, соответственно, она не так востребована, соответственно, в первую очередь востребован Брент, соответственно, берут его, а Юралс падает сильнее. Вот. И получается что? Что нефти на рынке больше, а деловой активности меньше. Да. И, естественно, это ударяет по России. Но я сказал, что будет бренд меньше 40. Это, смотрите, это экономические обозреватели на Западе рассматривают как менее такой вероятный вариант. Они рассматривают как более вероятный вариант где-то в течение года-полутора порядка $55 за бренд. Вот этот более такой вариант, который они рассматривают за реальный. А в этом случае Юралс будет, ну, не знаю, может 45-48, вот так вот где-то будет плавать в таких вот границах. А это значит, что не будет третьего нефтяного бюджета. То есть вслед за оружейным бизнесом ляпается еще и нефтяной бизнес. А знаете, что к этому еще? То есть они будут получать за 1 баррель меньше. Первый момент. Второй момент следующий. Они же добывают меньше нефти. Скажите мне, в 24-м добыто на 3,6, по-моему, процента нефти меньше, чем в 23-м. В 23-м меньше, чем в 22-м. Почему? Нету обновления скважин, я уже об этом рассказывал как-то, нет обновления оборудования, санкции. И, соответственно, рашисты просто не могут позволить себе открывать новые скважины. Старые скважины, для того, чтобы оттуда продолжать тянуть нефть в тех же объемах, в которых они тянули раньше, там необходимо применить новые методы. Технологии есть, на Западе эти технологии, конечно же, существуют, их применяют, но проблема в санкциях. Все. И они их не применяют, соответственно, на России. Соответственно, вот эти скважины просто приходят в полную негодность. И, соответственно, в 2025 году они, вдобавок к тому, что нефть станет дешевле, они еще ее меньше добудут, чем в 2024. В 2024 меньше, чем в 2023. Соответственно, нефтяные доходы рухнут. И, соответственно, вот это все вместе, плюс, я же говорю, я уже газовые, я даже не буду упоминать, там вообще все упало, оружие все упало, уголь развалился, золото, вы все видите, под санкции влетело. И вот это все вместе дает тот момент, что у Путина не остается денег на ведение его захватнической войны. Да, все становится плохо. Урезают выплаты чмобикам. Вот, например, Ханты-Мансийский, по-моему, округ, урезал выплаты на чмобика. Там они как бы давали выплаты в начале. То есть это стартовые выплаты такие, 3 миллиона 600 тысяч рублей. Урезали до 1,9, нет денег. Вот так вот. То есть чмобики пошли на фронт, контракт подписали, им говорят, да не, нифига, не будет вам ничего, значит, получите в 2 раза меньше. Упс! И что они сделали? Да ничего. Их, если они будут вякать, их там просто на фронте обнулят, а им вообще ничего не дадут в результате, увидите. Никто ничего не даст. Им же зарплату платят через пень-колоду, они прекрасно знают, что это одноразовые дурачки, которые пошли туда, как говорится, на утилизацию, никто им ничего платить не собирается. Вот так вот, то есть денег нет, но вы воюете, да? Вот, и это как бы показывает истинное положение дел в путинском рейхе и показывает то, что ему, в общем-то, в первую очередь нужны переговоры, и ему нужно
любой ценой зафиксировать максимальное территориальное приобретение и заканчивать войну, потому что, ну, без штанов останется.